Приветствую всех на канале Scale Journal, и это очередная серия по сборке Газ Тигр от Звезды. Сегодня наступает этап, в котором будет очень много работы с фотоотравлением. В прошлый раз мы остановились на 6-м этапе, сегодня это будет 7-й и 8-й этап. Тут нужно собрать будет столик, это будет полностью из фотоотравления, стойки АГС, они также из фотоотравления, крепления огнетушителя и термоса также будет из фотоотравления. Насчет сидушек я не помню, буду ориентироваться по ходу дела. Возможно, сегодня попробую что-нибудь спаять по фотоотравлению. Ни разу этого не делал, но посмотрим. Если что-то будет этого требовать, обязательно попробую. Начну я, как рекомендует инструкция от Микродизайна, со сборки стеллажа для коробов АГС. Здесь у нас потребуется очень много деталей. Ну а затем перейдем к сборке столика. Я стойку АГС из пластика уже вырезал предварительно, чтобы время не терять. Буду по ней ориентироваться, как примерно все это должно выглядеть, чтобы попасть и в размеры, ну и примерно хотя бы, чтобы представлять, что собирать. Не забывайте, в комментариях под этим видео вы можете задавать вопросы, я стараюсь отвечать на каждый комментарий. Ну что ж, давайте приступим к делу. Деталь B1 достаточно хрупкая, но вот пока я обрабатывал заусенцы, тут одна уже часть от нее отвалилась. В принципе, я сейчас думаю, пока буду загибать вот эти части, возможно, и вот это отвалится. Ну, в принципе, особо этой проблемы не составит. Я в любом случае планировал запаивать, но вот, скажем так, не то чтобы не продуманность конструкции, но вот это место потенциально очень слабое и легко надламывается. Некоторые детали можно согнуть и без гнулки, просто с помощью рук либо пинцетов. Данный короб надо будет еще пропаять, чтобы не было вот этих щелей на боках. Ну, примерно в собранном виде он будет выглядеть вот так вот. Так, теперь перейдем к детали B1. Здесь нужно собрать в четырехгранник стойки. Процесс достаточно сложный. Честно говоря, с трудом представляю, как данную деталь можно согнуть ровно без использования гнулки для фотоотравления. Вроде ничего страшного получилось дозагнуть с помощью плоскогубцев. Так, теперь надо с другой стороны проделать все то же самое. Пришло время
пайки. Для этого мне потребуется флюс. Буду пробовать использовать флюс от Вайлтера. Паяльник. В моем случае это газовый паяльник Дремель. Кисточка для нанесения флюса и припой. Делать буду в первый раз. Именно паять фотоотравление. Поэтому если что-то буду делать не так, пишите об этом в комментарии. Если есть какие-то советы дополнительные, тоже буду рад их увидеть. Первая деталь спаяна. Держится все достаточно надежно. Сейчас нужно будет приступить дальше. Ну, в принципе, здесь ничего такого сложного нету. Места спайки, там где есть излишки олова, его необходимо снять с помощью либо пилки, либо надфилей. Да, хотел еще отметить, есть небольшая тут ошибочка в инструкции. Деталь под номером B6, она здесь развернута в обратную сторону. То есть оно должно быть наоборот. Ну, то есть в пластике это тоже, в принципе, достаточно хорошо видно, но я еще на всякий случай проверил на фотографиях реальной машины. Все, вот этот верхний элемент, он должен смотреть в сторону водителя. Попробовал я приклеить ремни на суперклей, но что-то у меня из этого ничего не вышло, то ли у меня суперклей какой-то неправильный, то ли я что-то делаю не то. В общем, решил тоже эти ремни припаять. Сейчас, собственно, задача какая? Я все закрепил на линейку для удобства. Сейчас заложу, добавлю понемножечку олова, но затем буду просто подставлять уже к стойке и с обратной стороны прикасаться, чтобы подплавить олово. Ну, я надеюсь, этот способ сработает. Запаял я стойку. Нижние ремни я пока что вот эти не стал припаивать, так как тут нужно будет подгонять их под размер коробов АГС. Но пока что верхний я приклеил уже, точнее припаял. Короб, соответственно, уже поставил на место, но я его еще буду снимать перед покраской. А так ремень уже здесь тоже защелкнул. Ну, смотрите, для сравнения, что из себя представляет пластиковый короб и что из себя представляет короб из фотоотравления. По мне так короб с фотоотравления смотрится намного интереснее.
пайкой пока что все. Сейчас перейду к сборке и установке столика. Еще одна порция работы с фотоотравлением. Опять же, предварительно собрал столик из пластика, чтобы примерно представлять внешний вид будущего столика. Ну, соответственно, сейчас я без камеры этого дела соберу. Ну, в принципе, здесь каких-то сложных элементов я пока что не вижу. Вот, и покажу готовый результат. Соответственно, если будут какие-то сложные либо непонятные моменты, я о них укажу. Еще сразу хочу отметить момент, что детали B21 и B22 необходимо, согласно инструкции, развальцевать. Ну и порадовало, что в наборе есть деталь за номером B30, на которой можно потренироваться в развальцовке. Вначале экспериментируем тут, но после того, как стабильный результат получается, делаем то же самое на основной детали. Собрал столик. Очень хорошо, что в наборе идет плата, на которой можно потренироваться развальцовывать отверстия. Я в итоге попробовал несколько вариантов инструментов. Идеальным оказалась ненужная иголка размером 0,5 от аэрографа. В итоге все отверстия были сделаны. Такое достаточно хорошо идет имитация противоскользящего покрытия. Также фотоотравление позволяет сделать столик разборным. Ну, то есть теоретически его можно складывать, раскладывать. Но так как у меня такой необходимости нету, я поэтому здесь запаял все, ну, то есть уже так, что он не будет складываться. Ну, различие между столиком из фотоотравления и тем, что в наборе идет, ну вот вы сейчас можете сами все видеть. Вот, по размерам есть небольшое отличие. Из фотоотравления он немного подлиннее и чуть-чуть пошире. Да, деталь тут на самом деле было очень много мелких деталей, и собиралось оно не быстро, скажем. Я потратил 2 вечера, но смотрится это очень интересно. Включая тут барашки, которые можно, ну, которые теоретически можно было сделать, чтобы они откидывались и ножки вот эти складывались. Так. Сейчас я доделаю 8-й этап, а именно соберу все кресла, ну и примерю все на место. Да, забыл еще показать, поработал с внутренней частью салона, ну а именно зашпаклевал отверстие, которое здесь под установку стеллажа АГС. Также центральную консоль, то что я говорил, здесь вот придется шпаклевать стыки, здесь, по бокам, в том числе и здесь. Вот, теперь можно будет устанавливать и, точнее не устанавливать, а примерять торпеды, ну и все кресла, и все остальное. В общем, сейчас я их все подготовлю и покажу. Завершил 8-й этап. На данном этапе модель выглядит таким образом. Сразу говорю, что здесь практически все установлено на блютак, так как установленные кресла там и прочее подобное будут мешать полной окраске. Соответственно, оно будет окрашиваться отдельно, ну а потом уже приклеиваться на место. Аналогично сейчас пока ситуация с ничем, я как уже говорил, тут еще нужно выставить колеса. На этом я буду заканчивать. В следующей части перейдем к сборке боковушек корпуса. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Пока.